Реализация метода циклической вольтамперометрии осуществляется путем приложения к электроду потенциала, который изменяется во времени. Суть эксперимента заключается в регистрации тока, который протекает через рабочий электрод. Регистрируемый ток зависит от приложенного потенциала. И затем строится график зависимости тока от потенциала, который называется вольтамперограммой. Начальный потенциал выбирается таким образом, чтобы значение протекающего тока было очень незначительным, и им можно было пренебречь. То есть в начале эксперимента исследуемые химические соединения не окисляются и не восстанавливаются. Затем потенциал линейно меняется до значения E2, после чего направление развертки потенциала меняется на противоположное. И потенциал рабочего электрода возвращается к исходному значению. Потенциал E2 обычно выбирают таким образом, чтобы в диапазоне потенциалов находился интересующий нас процесс окисления или восстановления. Если это приводит к химической реакции и образованию новых химических частиц, то обратное сканирование может быть расширено за пределы начального потенциала, чтобы можно было охарактеризовать эти частицы. Также можно использовать повторную развертку потенциала, чтобы больше узнать об изучаемой системе и ее электрохимической способности. К этому вопросу мы еще вернемся в 7 разделе. В этом разделе мы рассмотрим самый простой электродный процесс. Теперь будем стараться предсказать форму вольтамперограммы для этого процесса. То есть, как ток изменяется в зависимости от потенциала, приложенного к рабочему электроду. Можно предположить, что на вид вольтамперограммы влияют стандартная электрохимическая константа скорости и формальный потенциал пары АБ, коэффициенты диффузии, скорость изменения потенциала, а также начальный и конечный потенциал. Эту задачу можно сформулировать в общем виде как систему уравнений диффузии, описывающих изменения концентрации веществ А и Б с учетом расстояния и времени. Теперь предположим, что в растворе находится только вещество А, и зададим различные граничные условия. В начальный момент времени концентрация частиц в растворе соответствует объемной концентрации вещества А. С течением времени на бесконечно большом расстоянии от электрода концентрация также будет определяться объемной концентрацией вещества А. А в начальной координате концентрация веществ будет определяться их диффузией. Для процесса восстановления уравнение можно записать с учетом электрохимических констант скоростей. Электрохимические константы представляют собой экспоненциальные функции, которые учитывают формальный потенциал и потенциал, приложенный к рабочему электроду. Давайте еще раз взглянем на изменение потенциала во времени и попробуем записать эту зависимость математически. Прямой процесс представляет собой линейную зависимость от скорости развертки и времени. Уравнение для обратного процесса будет выглядеть немного сложнее, так как оно будет учитывать время разворота потенциала.